Ее улыбка держала империю, а одна тайна изменила ход истории. Клеопатра, царица, перед которой склонялись императоры. Союзы с Цезарем и Антонием перевернули Рим и Восток. Она ткала миф и власть, играя разумом там, где правили мечи. Сегодня я расскажу, как она стала легендой, и почему, даже проиграв все, осталась в вечности. Часть первая. Египет до Клеопатры. Когда Александр Македонский вступил на египетскую землю, его встретили как освободителя. Он не разрушил страну, а основал город Александрию, город, в котором спустя 3 столетия родится Клеопатра. После смерти Александра его огромная империя распалась. Египет достался Птолемею, одному из его полководцев. Так началась новая династия. Династия греков, которые правили страной фараонов почти 300 лет. С каждым столетием власть слабела. Трон переходил через заговоры, а доверие народа уходило. Рим все больше вмешивался, сначала как союзник, потом как арбитр, а затем как кредитор. Он хотел богатства Египта, зерно, золото, контроль над торговыми путями. И уже в Сенате шептались, кто из Птолемеев будет удобнее, и когда пора брать страну в руки. Часть вторая. Взлет Клеопатры. После смерти Птолемея XII трон Египта переходит 2 детям – юной Клеопатре и ее брату, Птолемею XIII. По традиции они становятся соправителями. Но с самого начала ясно – править вместе не получится. Клеопатра слишком самостоятельна, слишком умна и слишком уверена в себе, чтобы быть лишь тенью. А ее брат юн, слаб и окружен взрослыми, для которых власть не долг, а инструмент. При дворе растет тревога. Советники Птолемея боятся, что Клеопатра начнет править по-настоящему. Они шепчутся в мраморных залах. С ней у трона нет места для нас. И вскоре ее имя исчезает с монет, а затем и из официальных документов. Формально соправительница, фактически враг. Решение приходит быстро. Птолемей и его окружение объявляют ее мятежницей и изгоняют из Александрии. Она уходит не по собственной воле, без армии, без казны, почти без поддержки. С горсткой верных, чьи лица покрыты пылью и тревогой, она оказывается на краю неизвестности. На трон еще можно вернуться, но не с мечом в руке, с планом в голове. Только разум, только игра, где ставкой станет она сама. В это время в Египет прибывает Юлий Цезарь. Он преследует своего бывшего союзника Гнея Помпея. Но едва ступив на Александрийский берег, узнает – Помпей уже мертв. Убит по приказу Птолемея, чтобы выслужиться перед Римом. Цезарь не впечатлен. Он презирает подлость, даже если она работает на него. И он не прощает самоуправство. Египет должен Риму огромные суммы. В стране беспорядки, а трон в детских руках. Цезарь прибыл не как завоеватель, он прибыл как арбитр, как кредитор, как стратег, которому нужно навести порядок. И именно в этот момент Клеопатра делает свой ход. Ночью, когда шум стихает, ее тайно проносят в покое Цезаря. Слуги несут ее, свернутую в роскошную ткань, словно загадку, которую нельзя раскрыть раньше времени. Это не отчаяние. Это план до мелочей. Когда ткань разворачивается, перед римским полководцем встает женщина. Не пленница, не просительница. С прямым взглядом и грацией, в которой читается не страх, а расчет. Она не просит, она предлагает. И Цезарь понимает. Перед ним не фигура борьбы за трон, а равная. Игрок. Между ними нет бурной страсти. Есть совпадение интересов. Она нужна ему, как стабильная фигура в регионе. А он нужен ей, чтобы вернуть власть и перехватить инициативу. С римской поддержкой Клеопатра возвращается в Александрию. Ее брат пытается бежать, но тонет в Ниле. Символично, бесследно. Он уходит из истории, а она возвращается в нее. Теперь она не просто царица, она победившая. И Египет для нее не украшение, не наследство, а поле, на котором каждое решение может спасти или погубить страну. Между жадностью советников и интересами Рима Клеопатра единственный центр. Она знает,
В этом мире шансы не дают, их берут, и она только начинает. Часть 3. Клеопатра и Цезарь. Их союз рождался не из любви, но любовь, возможно, пришла позже. Цезарь был старше, хладнокровен, привык к интригам, и тем больше его поражала она. Молодая царица, в которой сочетались живой ум, грация и политический инстинкт. С ней он не чувствовал себя богом, он чувствовал, что нашел равную. Она подарила ему сына, Цезариона. И этот ребенок стал не просто наследником, но символом их союза. Цезарь укрепляет ее власть в Египте, а она становится лицом Востока в глазах Запада. Но Рим не прощает чужих. Клеопатра слишком яркая, слишком свободная, слишком не из Рима. Она вызывает восхищение и тревогу, как солнце, которое может ослепить. Когда Цезарь воздвигает ее статую в храме Венеры, это воспринимается не как жест почитания, а как измена духу Рима. Шепоты в Сенате становятся заговором. И однажды – ножами. Когда в теле Цезаря вспыхивают раны, нанесенные его же друзьями, Клеопатра теряет не просто союзника. Она теряет равновесие всего, что строила. Рим больше не улыбается. Сын на руках, Египет за спиной. Перед ней новая игра и новые правила. Но Клеопатра не из тех, кто играет одну партию. Она готовит следующий ход и уже знает, кто будет следующей фигурой. Часть 4. Союз Клеопатры и Антония. После гибели Цезаря Рим сотрясла буря. Сенат был полон страха, а улицы – слухов и крови. Империя, державшая мир в железной хватке, раскололась на части. Чтобы не погибнуть в этом хаосе, 3 фигуры сошлись в один узел – второй триумвират. Октавиан, приемный сын Цезаря, и политик с лицом юноши, но холодом стратега. Липид, старый консул, символ равновесия. И Марк Антоний, тот, кто знал вкус побед, пыль походов и цену преданности. Ему достались восточные провинции, богатые, непокорные, наполненные шепотом древних богов. Антоний прибыл в Тарс, чтобы получить объяснение, почему Египет не поддержал Цезаря до конца. Он вызвал Клеопатру, официально как вассала, на деле как участницу великой шахматной партии. По реке Кидн скользил ее корабль, золотой, увенчанный пурпурными парусами. Вокруг нее флейты, ладан, алебастровые фигуры прислужниц и сама она в образе Исиды, богини, спустившейся на землю. Это не был жест покорности. Это было заявление: «Перед тобой неподчиненная, перед тобой равная». Антоний не был сентиментален, но он понимал язык силы. И в этот день Клеопатра заговорила с ним на его языке, только без меча. Так началось не просто увлечение. Начался союз, политический, чувственный, опасный. Они узнали друг в друге нечто важное. Стремление к власти не ради власти, а ради образа будущего, в котором их имена будут звучать вместе. Клеопатра – ум, красота, наследие фараонов и дерзость новой эпохи. Антоний – опыт, армия, вес имени Цезаря. Вместе они провели зиму в Александрии, не в праздности, а в выработке стратегии. Она родила ему близнецов – Александра Гелиоса и Клеопатру Селену. Он передал ее детям Киликию, Кипр, часть Сирии, территориальный дар, вызвавший гнев в Риме. Сенат зашептался. Октавиан молчал. Он ждал. Пока в Александрии строили будущее Востока, в Риме вынашивался приговор. Октавиан обвинил Антония в предательстве. Он зачитывал письма, якобы написанные Клеопатрой, и клялся, что Рим больше не позволит женщине управлять судьбой империи. Мир начал сжиматься, ветры перемен уже несли запах битвы. Их союз оказался не просто историей любви. Это был вызов Риму, традиции, самой идее, что власть принадлежит только Западу. Антоний и Клеопатра хотели создать нечто большее, новую цивилизацию. Но за мечту они заплатят войной. Часть 5. Последние дни Клеопатры.
Вражда между Антонием и Октавианом, некогда братьями по триумвирату, разгорелась, как огонь в сухой степи. Союз Антония с Клеопатрой стал для Рима не просто угрозой, он воплощал дерзкую мечту. Восток, равный Западу, голос, звучащий в унисон с вечным городом. Октавиан не стал напрямую объявлять войну Марку Антонию. Он знал, как тонко играет римская политика. Вместо этого он обвинил Клеопатру, чужестранку, царицу Египта, женщину, которая якобы пленила ум и сердце римского военачальника. Формально это была война Египту, на деле решающая схватка за власть над миром. В 31 году до нашей эры у мыса Акций, у берегов Греции, все решилось. Там, где теплые волны веками хранили шепоты богов, сошлись две силы. Флот Антония и Клеопатры, собранный в спешке и составленный из союзников, чья верность держалась на страхе или выгоде, выступил против выверенной римской армады под командованием Агриппы. С одной стороны, блестящее зрелище восточной мощи, золото, паруса, ритуалы. С другой – дисциплина, порядок и холодная решимость. Ветер и порядок были на стороне Рима. И когда стало ясно, что битву не спасти, Клеопатра, находившаяся в тылу на своем флагмане, отдала приказ об отступлении. Это был не страх, это был расчет – спасти себя и Египет, если бой уже проигран. Антоний, увидев разворот ее парусов, бросил командование и последовал за ней. Возможно, он верил, что борьба продолжится, но в тот миг он выбрал не армию, а любовь. Флот рассыпался, легионы сдались, но Октавиан не двинулся на Египет сразу. Он ждал, он знал, время теперь на его стороне. В течение года Клеопатра и Антоний укрепляли Александрию, собирали остатки союзников, пытались поднять дух. Но Рим был слишком велик, а Восток слишком одинок. В 30 году до нашей эры Октавиан вошел в Египет без боя. Антоний, измученный ожиданием и отрезанный от точной информации, стал жертвой слухов. В это время Клеопатра находилась в усыпальнице, построенной по ее приказу на случай падения. Она ждала в окружении верных, в ожидании последнего шага врага. Антонию сообщили: Клеопатра мертва. Было ли это ошибкой или обманом, неизвестно. Но он не стал проверять. Без нее его мир терял смысл. Он выбрал меч. Ни плен, ни унижение, ни Рим. Она нашла его еще живым, на мраморе, окрашенном кровью. Он угас в ее объятиях, не узнав, что ее сердце все еще билось. Октавиан предложил ей жизнь, в цепях, в тени триумфальной процессии, где она стала бы трофеем. Но Клеопатра не была создана для теней. В последнюю ночь она облачилась в царские одежды, словно готовясь к встрече с богами. Ладан окутал покои, верные слуги склонились в молчании. Кобра ли это была, яд или тайный обряд, Нил унес эту тайну. Но она ушла так, как жила, не покоренная, а царственная. Когда Октавиан вошел в ее покои, он увидел не побежденного врага, а звезду, что не гаснет. Александрия пала. Египет стал частью Рима. Но имя Клеопатры, как и ее дерзкая мечта, пережило века. Египет пал под холодным взглядом Рима. Цезарион, последний из фараонов, сын Клеопатры и Цезаря, был стерт из мира. Династия, что правила тысячелетиями, угасла, как пламя на ветру. Но имя Клеопатры не растворилось в песках. Для Рима она была соблазнительницей, чьи чары пугали сенаторов. Для Шекспира – трагическая звезда, чья судьба разрывала сердца. Сегодня ее называют символом силы, что бросило вызов времени. Но за всеми масками – женщина, чей разум сиял ярче короны, чья воля ломала законы мира, где женщинам велели молчать. Она не спасла империю, но оставила след, что горит сильнее армий и прочнее тронов. Клеопатра была царицей, чье имя эхом звучит в веках. Искрой, что зажгла пожар страстей. Женщиной, выбравшей не тень, а свет. Возможно, она была всем этим сразу, и даже больше. Ее имя живет. Ее история, как река, что продолжает течь.
И если вы остановитесь и всмотритесь в ее отражение, вы сами поймете, кем она была.